В ночь на 13 сентября обострился военный конфликт на границе Азербайджана и Армении. Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы. В Баку заявляет о минировании путей снабжения и обстрелах. После возобновления вооруженного конфликта Армения, как член Организации договора о коллективной безопасности, сразу же обратилась в эту организацию, в которую также входят Казахстан, Кыргызстан, Россия, Беларусь и Таджикистан. Складывается парадоксальная ситуация, когда мусульманские Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, согласно концепции ОДКБ, должны военным способом защитить христианскую Армению от мусульманского Азербайджана. Помимо того, что Азербайджан является их партнером по Организации исламского сотрудничества, они, кроме Таджикистана, еще и входят в Организацию тюркских государств, которая однозначно осудила провокацию Армении. А ОДКБ, от которой Армения ждала военной помощи, заявили, что применение силы неприемлемо, и отметили, что для урегулирования противоречий следует использовать политико-дипломатические методы и договоренности. Было решено, что ОДКБ отправит в Армению миссию для оценки обстановки. Ее возглавит генсек организации Станислав Зась. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Члены Совета рассмотрели предложение относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации. Какие конкретно механизмы могут быть использованы на границе Армении и Азербайджана, в сообщении не указано. Между тем, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что в стране на повестке не стоит вопрос отправки миротворцев от Организации договора о коллективной безопасности. Он отметил, что на первом месте стоит вопрос о возобновлении работы совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который также накануне ночью принял участие во внеочередной сессии Совета ОДКБ, отметил, что его правительство крайне обеспокоено эскалацией конфликта на границе двух дружественных для него государств. Жапаров подчеркнул необходимость урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путем и выразил надежду, что обе стороны в дальнейшем воздержатся от применения силы и разрешат разногласия мирными средствами на основе укрепления мир доверия между Арменией и Азербайджаном. Представитель правительства Таджикистана Кахир Расулзада, так же, как и все остальные, выступил с призывом к скорейшему урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе дипломатическим путем. Известно, что накануне обе стороны конфликта заключили соглашение о прекращении огня при посредничестве России. Однако оно продержалось менее суток. Дорогие братья и сестры, зрители нашего канала, мы хотим стать лучше для вас, и нам важно знать